Ролик, который вы посмотрите, записан 24 июня в середине дня. Уже после окончания монтажа появилась информация о том, что Александр Лукашенко выступил в качестве посредника в переговорах между Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным. Для ЧВК «Вагнер» были предложены некие приемлемые условия и гарантии безопасности. После этого, несмотря на то, что понятна ценность этих гарантий, сам Пригожин заявил, что он останавливает свои войска, не доходя 200 километров до Москвы, и разворачивается назад. Если это правда, то Пригожин фактически признан субъектом переговоров, равным президенту Российской Федерации. Таким образом, даже неоконченный мятеж наносит, если не нокаут, то нокдаун пресловутой путинской вертикали. Но нельзя исключать, что в действительности ничего и не закончилось, и никто никуда не развернулся. Поэтому перейдем к ролику. Вы хотите специальную военную операцию? Мы готовы показать вам, что значит настоящая специальная военная операция. У военного мятежа Евгения Пригожина может быть именно такой эпиграф. На момент подготовки этого видео известно следующее. В первые же часы ЧВК «Вагнер» сумела без боя захватить один из важнейших центров принятия решений – штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Несмотря на то, что вагнеровцы контролируют только центральную часть Ростова, не будет большим преувеличением сказать, что город-миллионник, столица региона, находится под властью Пригожина. А если противник, пусть даже очень сильно уступающий в силе, окопался в городской черте, выковырять его оттуда задача крайне трудная, а порой невыполнимая. Правда, мы на нашем канале говорили об этом еще в самом начале нападения на Украину, да кто же нас слушал? Мы вообще много чего говорили. Отдельно очень показательно, как официальная российская сторона реагирует на происходящее. В офисах Вагнера идут обыски. СК возбуждает уголовное дело. По всей стране снимают билборды с их рекламой. Вот ей-богу, права Екатерина Шульман. Режим реагирует на кризис не так, как того требует кризис, а как привыкли. Привыкли бороться с легальными организациями. Привыкли к любой болячке прикладывать закон и уголовное дело. Но так и продолжают. Собянин объявил выходной в понедельник. Бюрократия всегда останется бюрократией. У них мэрию будут штурмовать, а они продолжать говорить в мегафон. «Уважаемые граждане, ваша акция не согласована! Вы препятствуете проходу других граждан, расходитесь!» Выглядит это настолько же шизофренично, как звучит в описании. Но это норма. Люди, привыкшие перекладывать бумажки и живущие в виртуальном мире законов, указов, приказов, отчетов, постановлений и ведомственных инструкций, пытаются ими же и воевать. Прежде чем мы продолжим говорить о пригожинской спецоперации, очень важное обращение для всех жителей Ростова-на-Дону и других городов. Ни в коем случае не делайте вот так. Вспомните универсальное правило выживания в лесу. Увидел медвежонка, тихонько уйди от него как можно дальше. Потому что где милый медвежонок, там и злая медведица. Если позарез хочется сфотографироваться с настоящим танком, для этого есть музей. Танк, бронетранспортер и любой вооруженный человек на улице вашего города – это мишень для снаряда или ракеты. Боеприпасу абсолютно все равно, сколько женщин и детей находится в радиусе поражения. А тот, кто этот боеприпас запустит, будь ему хоть трижды дорога честь мундира, может определить вас как приемлемый сопутствующий ущерб. Поэтому держитесь как можно дальше от любой потенциальной мишени и родственникам это объясните. Сейчас лучше перебдеть и перестраховаться. О чем, кстати, свидетельствует пример другого города-миллионника – Воронежа. События в Воронеже ясно показали – никакого табу на применение военной техники в местах проживания миллионов российских граждан нет ни у одной из сторон. На этой видеозаписи, например, снаряд упал на территории Воронежского жилого комплекса «Озерки». Дальше больше. В Воронеже уже горит топливохранилище. То ли по нему отстрелялся вертолет К-52, то ли стреляли в сам вертолет, а попали в цистерны с горючим, но оно горит. А вот по этому вертолету отработал зенитно-ракетный комплекс ЧВК «Вагнер». Да, они везут с собой ПВО. Вертолет с помощью тепловых ловушек ушел. Утром 24 июня каждый взрыв в черте города – это еще новость. Но нет никакой гарантии, что какие-то отдельные взрывы останутся обсуждаемыми новостями в тот момент, когда вы посмотрите это видео. Ебать, бля. Теперь вернемся к пригожинской спецоперации. В настоящий момент Пригожин в меньших масштабах, но с большим успехом повторяет то, что предприняла российская армия 24 февраля.
Войска Евгения Пригожина с автомобильной скоростью несутся по направлению к российской столице. За исключением Ростова-на-Дону, они нигде не растрачивают силы, чтобы закрепиться на территории, обеспечить фланги и тылы. Вагнеровцы просто гонят как можно скорее вперед, загрузив тяжелую гусеничную технику на автоплатформы. Вот это видео, как сообщается, снято уже в Липецкой области, которая ближе к Москве, чем Воронежская. От Ростова-на-Дону до Москвы 1300 километров по шоссе. 24 июня к середине дня пригожинцы уже проехали не менее половины этого расстояния. Воронеж, кстати, находится на полпути от Ростова до Москвы. И складывается впечатление, что для вагнеровцев важнее всего не терять темп в продвижении. На момент записи ролика есть сообщение о том, что Вагнер уже в Московской области. И единственное препятствие перед Москвой – это река Ока. Дальше. Все блокпосты, которые устанавливаются на пути следования вагнеровцев, это просто курам насмех. Полицейские и росгвардейцы со своими пистолетами и автоматами ничего не сделают против пусть частной, но все-таки армии с тяжелым вооружением и реальным боевым опытом. Не факт, что они захотят что-то делать. А если бы захотели, не факт, что блокпосты можно так быстро поставить прямо на каждой объездной дороге. Так в чем настоящая опасность для вагнеровцев? Авиация Министерства обороны. Это то единственное средство, которое можно перебросить с фронта, угнавшись за Пригожиным. Но у этого средства есть существенные ограничения. Все как-то немножко отвлеклись, но так-то вообще сейчас идет наступление ВСУ. Тот факт, что она пока не показала ошеломляющих успехов, совершенно не значит, что успехов нет вообще. Украинская армия, пусть и не очень быстро, но продвигается вперед. Российские же войска сдерживают украинский удар в огромной степени именно силами авиации. Невозможно снять с фронта значительное количество ударных вертолетов, штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков и при этом не создать угрозу собственному фронту. Отщипнуть от фронта немного авиации и попытаться остановить Пригожина малым количеством вертолетов и самолетов – тоже затея сомнительная. У Вагнера есть свои зенитно-ракетные комплексы, и пригожинцы готовы их применить. В настоящий момент вагнеровцы заявляют, что уже сбили или подбили несколько вертолетов и один военно-транспортный самолет. И тут есть весомые основания считать вышесказанное правдой. Снять с фронта сухопутные части и бросить их на перерез Вагнеру невозможно. Чтобы это понять, достаточно просто взглянуть на карту. Дело даже не в том, что этим сразу же воспользуются ВСУ, а тут можно не сомневаться, что воспользуются. Дело в том, что необходимо сначала найти на фронте те части, чья лояльность не подлежит никакому сомнению, а затем долгими часами грузить их на железнодорожные эшелоны и везти в тыл со скоростью движения товарного поезда. Потому что никакие в мире танки своим ходом на такие расстояния не ездят. Колесная бронетехника в абстрактной теории может совершить марш-бросок своим ходом, но догонит ли она Пригожина – большой вопрос. А если даже и догонит, то что? Колесный бронетранспортер против танка не выстоит, а у Пригожина есть танки. В том числе и современные дефицитные танки Т-90. Опять же, в абстрактной теории можно попытаться перебросить на перерез Вагнеру воздушно-десантные войска. Но таким образом перебросить возможно лишь очень ограниченное количество личного состава и боевых машин. Не говоря о том, что очень большую часть ВДВ Владимир Путин сжег в Украине еще в феврале 2022 года. Потом десантников пускали в расход всю войну, используя не по назначению, а как штурмовую пехоту. Недавно стало известно, что еще в марте этого года застрелился один из самых уважаемых офицеров воздушно-десантных войск – герой России, гвардии подполковник Дмитрий Лисицкий. Если Пригожин дойдет до Москвы, а я даже не знаю, может быть, пока мы писали этот текст, снимали и монтировали, он уже дошел. Так вот, если Пригожин дойдет до Москвы, то реальной проблемой для него может стать дивизия имени Дзержинского войск Национальной гвардии России. Это соединение численностью в более чем 10 тысяч человек считается безоговорочно преданным Владимиру Путину. Спасать Путина в случае чего – это как раз работа Дзержинской дивизии, которая для этого и расположена в городах-спутниках Москвы. Для этого дивизии могли быть переданы в том числе и тяжелые вооружения. Моделировать возможное сражение между ЧВК «Вагнер» и дивизией имени Дзержинского задача неблагодарная. Если дивизия верно определит направление и займет грамотную оборону в городе, то поди ее выковыряй. С другой стороны, она меньше по численности и не обладает тем боевым опытом, который есть у Вагнера. Имеет ли она такую же сильную мотивацию, как Вагнер? Большой вопрос. Вагнеровцы сожгли за собой все мосты. Им остается только идти до конца, пан или пропал. У дзержинцев же есть вполне вариант отойти в сторону. Победит Пригожин?
окажутся теми, кто помог победителю. А если вдруг даже и победит Путин, то что такого страшного сделает он в наказание за бездействие своей же гвардии? Тем более, что в этой ситуации не очень-то понятно, могут ли они вообще помочь. Еще раз о темпах продвижения Вагнера. За ними не то, что не успеет никакое боеспособное армейское соединение. За ними мы-то не поспеваем с вами. Мы начали записывать это видео, когда еще был актуален вопрос: Евгений Пригожин взял под контроль Воронеж или просто проехал его, не задерживаясь? Сейчас этот вопрос ушел с повестки. Зато встал другой. Действительно ли вагнеровцы уже проехали Каширу, что в Московской области? Или это и страх и глаза велики? Кашира — это 2 часа езды до Кремля. Не до границ Москвы, а вот прям до московского Кремля. Если Вагнер действительно проехал Каширу, то значит, он уже преодолел реку Ока. Это важно, потому что Ока могла бы стать естественным препятствием, если бы мосты через нее успели взорвать. На этой фотографии разводной Митяевский мост в Коломне. То, что его развели, не помешает вагнеровцам нигде и никак, если только они вдруг не захотят вместо московского Кремля посмотреть Коломенский, который вообще в другой стране. Рассчитывать на эту фотографию не надо. Поэтому отдельная рекомендация тем, кто работает в Москве, в мэрии и в других госучреждениях. В ближайшие дни лучше поработать из дома. Серьезно. Согласно авиатрекингу, со своих рабочих мест уже разлетелись и Владимир Путин, и вице-премьер Денис Мантуров, который вообще уже в Турции, Потанин, Ротенберг и прочие сильные мира сего куда-то усвистели. Вот и вам не стыдно несколько дней побыть дома. «16 месяцев назад Владимир Путин лоснился от чувства собственного всесилия. Он рассуждал о соседней стране как о недогосударстве и считал себя вправе ему угрожать. Спустя 16 месяцев лоска стало гораздо меньше. Не мы напали, на нас напали. Отечество в опасности. История — бессердечная наука. Который раз одно и то же. Сначала король, кайзер или царь решает кого-то там шапками закидать. Потом затяжная война, конца которой не видно. В результате внешний фронт трещит по швам, а внутри страны начинаются вооруженные мятежи. Да и как им не начаться? Большая война — питательная среда для революционной ситуации. Боевое оружие расползается массово и безотчетно. Возникают массы вооруженных граждан, привыкших к кровопролитию и заряженных чувством обиды. Но есть и принципиальное различие между 1917 и 2022-2023 годом. В первом случае можно было объяснить все объективными обстоятельствами и естественным ходом событий. Наша нынешняя реальность — это чистой воды натурный эксперимент, который можно было бы просто не проводить. Мог ли Путин не начинать специальную военную операцию? Мог. Мог ли Путин не создавать из одной политической карты России аж 4 разных ее варианта? Без Крыма, с Крымом, с ДНР и ЛНР, с Херсоном и Запорожьем? Путин не просто мог этого не делать. Непонятно, как ему вообще пришло в голову создать реальность, в которой даже его пресс-секретарь Дмитрий Песков не может ответить на школьный вопрос, где проходит граница России. Мог ли Путин не передавать пехотное оружие, бронетехнику и артиллерию и силы ПВО из вооруженных сил государства в частные руки? Да и не в одни, а в разные. Вон, неонацистская группировка «Русич» уже тоже заявила о своей лояльности ЧВК «Вагнер». Так может, не нужно было передавать армейские арсеналы всем этим джентльменам удачи? Это все вопросы из разряда «а можно ли было не прыгать с балкона, чтобы убедиться в существовании закона всемирного тяготения?» Да, были в нашей стране разные правители, но такой царь-экспериментатор у нас впервые. В психологии маленького ребенка, который поджигает тополиный пух, а потом страшно удивляется, когда пламя внезапно перебрасывается на детскую площадку. 24 июня по меньшей мере несколько миллионов российских граждан начали день не со слов «доброе утро», а с фразы «я же говорил». События развиваются быстро. Мы будем выпускать 1, 2, может 3 ролика в день. Следующий, видимо, завтра утром. Чтобы быть в курсе событий, постоянно подпишитесь на телеграм-канал «Объектива». Там выходят апдейты все время, редакция работает без остановки. До завтра, видимо.